Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю горячее и вкусное, сытный обед для всей семьи. Сочные куриные котлеты в духовке с грибной шапочкой, с луком и сметаной. На гарнир нежная пшенная каша и свежий салат из капусты и моркови. Простое, домашнее, но очень вкусное меню. Оно порадует всю семью. Если вы не знаете, что приготовить на обед или ужин, заходите почаще ко мне на канал. Я с радостью делюсь с вами новыми рецептами. Все ингредиенты и пошаговый рецепт с тайм-кодами вы можете посмотреть в описании к видео. Порежу 2 крупных зубчика чеснока. И также средними кусочками режу репчатый лук. Лука я использую довольно много, потому что часть его я буду добавлять в фарш, а часть буду добавлять в грибную шапочку. И также пластинками порежу шампиньоны. У меня коричневые, можно использовать и белые. Включаю сковородку, наливаю растительное масло. Сначала отправляю обжариваться чеснок. Обжариваю его буквально секунд 30, просто чтобы он дал аромат. И теперь добавляю лук. Обжариваю лук до легкого золотистого цвета. Лук обжарился. И примерно половину лука я переложу в тарелку. Оставлю его немного остыть, а затем добавлю в фарш. Добавлю в сковородку немного растительного масла и выкладываю грибы. Обжариваю их также до легкого золотистого цвета. И, конечно, чтобы выпарилась лишняя влага. Когда грибы с луком обжарились, добавляю в сковородку сметану. Для рецепта я использую жирную сметану, но вполне сюда подойдет и сметана меньшей жирности. Перемешиваю, делаю огонь минимальный. По вкусу добавляю соль, черный перец, немного сушеного чеснока. И также у меня есть веточки тимьяна, оборву листики. Можно добавить, конечно, и сушеный тимьян, примерно пол чайной ложки. Какой аромат! Воду я сюда не добавляю, так как я готовлю не грибной соус сметанный, а именно все для того, чтобы сделать шапочку сверху на котлетах. Мне надо, чтобы масса была довольно густая. И, конечно, для баланса вкуса добавляем немного сахара. Я добавляю 1 чайную ложку. Получается как бы вот такой густой сметанный соус. Сковородку выключаю. И, безусловно, надо обязательно все попробовать на вкус. Великолепно! Это очень вкусно. И рекомендую, в зависимости от того, какая у вас сметана, добавлять чуть больше или чуть меньше сахара. Переливаю пока мой сметанный соус в миску. Дам ему немного остыть. В куриный фарш я добавляю уже остывший жареный лук. На мелкой терке натру 1 крупный зубчик чеснока. Добавляю соль, черный перец. Конечно, делаем это все по вкусу. Также вы можете добавлять любые специи. Я добавляю сушеный чеснок и немного паприки. Буквально пол чайной ложечки. Хорошо все вымешиваю. Оставляю фарш постоять буквально на 5 минут. И на гарнир я буду готовить пшенную кашу. Конечно, вы можете придумать и любой другой гарнир. Сюда прекрасно подойдет и картофельное пюре, и рис, и макароны. Для приготовления пшенной каши понадобится, конечно, пшено. Я беру 1 стакан объемом 250 мл. И понадобится 2 стакана воды. Ну и, конечно, соль и масло. Пшено всыпаю в сотейник, и его надо очень хорошо промыть. Сливаем воду 4-5 раз. Пшено я хорошо помыла. Сотейник поставила на плиту. Заливаю пшено горячей водой и довожу все до кипения. А вы знаете, почему пшенная каша иногда горчит? Это все из-за того, что пшено покрыто тонкой оболочкой, в которой содержатся жиры. И со временем, если крупа лежала довольно долго, эти жиры начинают окисляться и появляется неприятная горечь. Поэтому перед тем, как готовить кашу, обязательно пшено надо хорошо промыть и вот так, как я сейчас делаю, прокипятить в горячей воде. И тогда у пшенной каши абсолютно не будет никакой горечи, и она будет очень вкусная.
Вода закипела, и я ее сливаю. Заливаю пшено 2 стаканами воды, добавляю немного соли, включаю плиту, довожу все до кипения. Теперь огонь убавляю. Если вот сверху образовалась такая пенка, ее тоже можно снять. Делаем огонь буквально сейчас минимальным. Закрываю крышкой и готовлю примерно минут 15-20. Котлетки я буду запекать в духовке. Подготовила противень, застелила его пергаментной бумагой. Берем фарш и формируем котлетки. Вот так их немного прижимаем. Выкладываю на противень. И теперь сверху надо распределить грибную шапочку. Добавляю в грибной сметанный соус яйцо. Перемешиваю. Это нужно, чтобы шапочка не расплылась во время выпечки. И теперь эту массу выкладываю сверху на котлеты. Немного дополнительно сверху котлеты я вот так вот прижму. Сделаю небольшое углубление в середине. Пальцы я смачиваю в воде. И выкладываю сметанно-грибной соус. Распределяю весь соус по котлетам. И теперь все отправляю запекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25-30 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Грибная шапочка сверху должна красиво подрумяниться. И, кстати, я в нее не добавляю сыр. Если вы хотите, конечно, сверху можно еще все притрусить сыром, но мне кажется, здесь такой удивительно вкусный сметанный грибной соус, что этого делать не надо. Посмотрите, какая великолепная каша получилась. Сейчас ее немного перемешиваем. Добавляю в кашу такой хороший кусочек сливочного масла. Еще раз перемешиваю. Закрываю крышкой и оставляю кашу под закрытой крышкой постоять минут 10. И она полностью готова. Готовлю салат из капусты. Капусту тонко шинкую. Салат можно готовить и из молодой капусты. На крупной терке натру морковь. Я натираю не всю морковь, вот этого вполне достаточно. Тонкими перьями порежу половинку красной луковицы. И также мелко порежу пучок укропа. Добавляю лук и укроп в салатник. По вкусу добавляем соль, сахар. Выдавливаю сок лайма. Примерно миллилитров 15-20. Можно использовать вместо сока лайма сок лимона или добавить 5% яблочный уксус. Поливаю растительным маслом, у меня оливковое. Добавляю буквально 2 столовые ложки. Хорошо все перемешиваю и салат готов. Вкусный, полезный и очень красивый. Куриные котлеты запеклись. Вы только посмотрите, какие красивые получились. Сверху вот такая румяная, очень красивая шапочка с грибами, с луком, со сметаной. Конечно, сразу горячие котлеты подаем к столу. Друзья, обязательно пишите в комментариях, интересен ли вам такой формат видео, когда я снимаю полный комплексный обед. Для меня очень важна обратная связь, чтобы я могла продумать новые рецепты. Получился очень вкусный, сытный и полезный обед. Обязательно попробуйте, я думаю, он всем понравится. А я желаю вам приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикок «Позитивная кухня», чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!